Добрый день! Сегодня предлагаю связать вот такие ажурные манжеты. Вяжутся они сначала спицами, лицевой гладью, затем полотно складывается вдвое и соединяется. Далее вяжется уже крючком внешняя часть ажурного узора, затем полотно отворачивается и снова набираются петли и вяжется уже внутренняя часть. Воспользовавшись тайм-кодом под видео, вы можете перейти на интересующий вас раздел. Сами манжеты могут быть как повыше, так и пониже, как в данном случае, например. Также возможны и другие варианты. Например, здесь манжета сама выше, а ажурная часть ниже и связана в один слой, и добавлены еще элементы в виде пико. Но по итоговой высоте обе эти манжеты примерно одинаковые. Здесь сама манжета 4 см, а здесь 5,5 см. Также я в мастер-классе расскажу, как можно связать и такой вариант. И еще один вариант с использованием двух цветов уже. Здесь также сначала провязывается лицевой гладью, затем ажурная внешняя часть этим же цветом, затем набираются петли уже другим цветом и провязывается внутренняя часть манжет. Такой интересный вариант получается. И также здесь добавлены еще элементы в виде пико. Покажу, как это также можно сделать. Но в самом мастер-классе сегодня мы будем вязать именно этот вариант манжеты белого цвета, и на его основе я расскажу и о других вариациях. Также здесь внутрь вставлена резинка, и манжета получается эластичная, но резинку использовать не обязательно, это по желанию. И я буду вязать из пряжи Alize Cotton Gold, это хлопок с акрилом в 100 граммах 330 метров, и мне понадобится около 50 граммов этой пряжи. Цвет у меня 55. Также можно использовать пряжу Jumanji от бренда Aura Yarns. Здесь 130 метров в 50 граммах, то есть это пряжа потолще. И именно из этой пряжи связаны эти манжеты. В палитре этой пряжи красивые цвета, их немного, но они хорошо сочетаются между собой. И эта пряжа хорошо держит форму за счет своего состава. Это хлопок и древесное волокно. Около 25-30 граммов потребуется каждого цвета. Можно использовать и другую пряжу толщиной, подходящей под спицы 3,5-4 мм. Также для работы я беру спицы номер 3,5, и в моем случае это съемные спицы. И поскольку я буду вязать по кругу, то одну спицу я ставлю еще 3,25. То есть основная у меня 3,5, а вторая 3,25. И леска, которая удобна вам для вязания способом Magic Loop. И еще нужна будет одна пара дополнительных спиц. Она потребуется совсем ненадолго, когда будем соединять полотно лицевой глади. Можно взять или того же размера, или чуть меньше. У меня здесь также одна спица 3,5, другая 3,25. Также потребуется крючок. В моем случае это крючок номер 3,5. Еще нужно будет игла для сшивания, ножницы и такой небольшой клубочек дополнительной нити, желательно контрастного цвета и примерно того же метража. Буквально 1,5-2 метра на 2 манжеты нам будет достаточно. И если мы решаем использовать резинку, то берем и ее. У меня шириной 2 сантиметра, можно брать и шире, и берем, соответственно, нитку с иголкой, чтобы сшить эту резинку, или сшиваем на машинке. Плотность моего вязания составляет 24 петли на 37 рядов в квадрате 10 на 10 сантиметров лицевой глади. И на обхват запястья 14-16 сантиметров, может быть даже 17, я буду набирать 40 петель. Количество петель должно быть кратно 4. Давайте приступим к вязанию. Для этого беру нить дополнительного цвета и крючок. Первую петлю формируем удобным для вас способом и набираем цепочку из 40 воздушных петель.
набираем столько, сколько необходимо, и давайте провяжем еще одну дополнительную петлю, чтобы легче было набирать потом петли основной пряжей. Вытягиваем нить, обрезаем ее, и больше она нам пока не понадобится. Возвращаемся к началу связанной цепочки, переворачиваем ее и будем набирать петли основным цветом, подхватывая вот за эти перемычки. Беру спицы. Именно с изнаночной стороны косички мы будем набирать петли. Находим первую перемычку, вводим туда спицу, подхватываем нить и вытягиваем. Вводим спицу в следующую петлю, также подхватываем нить, выводим через перемычку новую петлю. Повторяем. Может получаться не сразу, но мы аккуратно, постепенно набираем 40 петель. Если неудобно подхватывать петли спицами, то можно попробовать использовать крючок, вводя его также, подхватывая нить, и потом эту петлю уже надевать на спицу. Таким образом. Но лучше, конечно, взять крючок меньшего размера, тогда будет это делать удобнее. Еще раз вводим крючок, подхватываем нить, выводим через перемычку и надеваем на спицу. Получается то же самое. Можете попробовать и такой способ, и выбрать для себя более удобный. Продолжаем набирать петли. Всего у нас должно получиться 40 петель. И последняя 40-я петля и одна петля дополнительная, так у нас и остается незадействованной. И я сейчас распределю петли на 2 спицы поровну для вязания способом Magic Loop. Отсчитываю 20 петель, и столько же будет и на второй спице. В этом месте леску я аккуратно вытягиваю, таким образом, чтобы петли оказались на спицах, при этом они не перекрутились. Также мы можем вязать и чулочными спицами, распределив их по 10 петель на 4 спицы, например. Эти концы нити я пока подтягиваю к себе. Вот что получилось. Важно, чтобы петли не перекрутились. Эти концы придерживаю. И спицей большего диаметра, то есть 3,5, буду вязать. Вытягиваю ее, придерживаю петли и начинаю вязать лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4. Провязываю все петли с этой спицы, то есть 20 петель. Поворачиваем вязание, вытягиваем леску, чтобы теперь петли оказались на второй спице. Вытягиваем рабочую спицу и продолжаем вязать лицевыми петлями. Также провязываем все эти 20 петель. Итак, мы провязали 40 петель первого ряда и вернулись в начало. Подтягиваем нити. Снова повторяем те же действия. Вытягиваем спицу и вяжем второй ряд, также лицевыми петлями. Провязав петли с одной стороны, аккуратно поворачиваем вязание и продолжаем вязать петли и с другой стороны. На стыке сильно не нужно затягивать нити, иначе некрасивые бороздки получатся. Итак, мы провязали 2 ряда, можно посчитать 1 и 2 ряды. И будем вязать на нужную высоту, повторяя эти действия. Я провяжу всего 30 рядов, 2 из которых уже связаны, то есть мне осталось еще 28 рядов. Так будут выглядеть в готовом виде провязанные 30 рядов
сложенные вдвое. Здесь провязано больше, 40 рядов, и высота здесь примерно 5,5 сантиметров, а здесь около 4 сантиметров. И в данном случае провязано также 30 рядов, но плотность здесь немного отличается. Я изначально набирала 36 петель на эти манжеты. Выберите ту высоту, которая больше нравится вам. Итак, 30 рядов лицевой глади связано, и я буду складывать ее вдвое, то есть высота манжета в 2 раза будет короче. И я буду вставлять резинку по окружности манжеты вот сюда, в получившийся карман. Можно резинку не использовать, манжета получается довольно плотная. Я сейчас продемонстрирую на своей руке. В общем, манжет хорошо сидит, но мне немного свободно, поэтому я хочу вставить сюда резинку. Мне хочется, чтобы она прям плотно сидела. Но, повторюсь, это можно пропустить и приступить уже к следующему этапу соединения двух концов манжеты. И беру резинку. По ширине она у меня 2 сантиметра, можно брать и шире. Я прикладываю непосредственно к руке, отмеряю нужную, комфортную мне длину и плюс небольшой нахлест. Примерно так. Обрезаю и сразу отмеряем такое же расстояние для второй манжеты и также отрезаем. Я буду пришивать вручную, внахлёст. Можно воспользоваться и швейной машинкой, пришить также так, или же стык в стык, зигзагом, например. Тогда, соответственно, и длину резинки оставлять чуть короче нужно. Края резинки я немного обжигаю огнем, чтобы они не осыпались. И далее я буду сшивать таким образом. Закрепляю нить и небольшими стежками пришиваю по периметру прямоугольника и из угла в угол. Возвращаемся к манжете. Еще раз покажу. Петли можно сместить на леску пока. И нижнюю часть я завожу внутрь. Потом вот эти петли мы будем переснимать на дополнительные спицы. И сюда же помещаем резинку между двумя полотнами, внутренней и внешней части манжеты. Аккуратно, так, чтобы петельки не потерялись. Вот так у меня получается. Здесь находится резинка между внешним и внутренним слоем. И тут, соответственно, отверстие для руки. Теперь переснимаем петли на дополнительную пару спиц. Размер их, повторюсь, может быть чуть меньше или такой же. Начинаем с дальних петель. Аккуратно распускаем дополнительную нить. Первую петлю подхватываем вот эту. Далее продолжаем не спеша освобождать петли от дополнительной нити. Подхватываем вторую петлю, третью, четвертую и так далее. На эту спицу нужно переснять 20 петель. Итак, 20 петель. Переворачиваем работу, вытягиваю эту же спицу и переносим уже оставшиеся петли, одну, вторую и так до конца ряда. Всего тоже должно получиться 20 петель. И дополнительную нить уже нам не нужна. А этот конец нити можно оставить так, но я его хочу вынести вот сюда вперед. Пока я оставляю эту нить, она будет обозначать начало ряда. Здесь 20 петель и здесь 20 петель. Итак, возвращаемся к началу. Петли, ближайшие к нам, также перемещаем на спицу.
Рабочая нить пока сзади, ей мы и будем вязать, и вот этой спицей. Я буду соединять петли ближайшей к нам спицы и второй попарно, а петли третьей, соответственно, вот с этой. В середине должно остаться отверстие. Рабочую нить располагаю перед третьей спицей, так как она не будет сейчас задействована. Будем соединять и закрывать петли методом 3 спиц. Рабочую спицу ввожу в первую петлю на ближайшей к нам спице, потом ввожу сюда в первую петлю второй спицы, подхватываю рабочую нить, выводим ее через одну и другую петли, таким образом сбрасываем эти первые провязанные петли с обеих спиц и подтягиваем нить. Далее вводим спицу сюда, сюда, зацепляем нить, выводим через обе петли и снимаем с обеих спиц. Теперь любой спицей, либо этой, подхватываем первую провязанную петлю на правой спице, подхватываем и накидываем на вторую провязанную петлю. Повторяем те же действия. Вводим спицу в петли сначала первой, затем второй спицы, вытягиваем петлю, сбрасываем со спицы и теперь подхватываем правую петлю правой спицы и набрасываем ее на вновь получившуюся. Так повторяем действие до конца этой спицы. Последние 2 петли объединяем и закрываем. 1 петля остается. Эти спицы можно пока опустить, и так у нас получается. То есть мы объединили петли 2 спиц и переходим дальше. 1 петля остается на правой спице, вытягиваем лески, чтобы петли оказались на спицах, и продолжаем. 2 петли провязываем вместе и закрываем. Так вяжем до конца ряда. Последние петли объединяем и закрываем их. 1 петлю пока я вытягиваю. Спицы больше не нужны, и мы берем крючок. Теперь нужно соединить начало и конец ряда. Находим первую петлю, расположенную горизонтально, вот это, заводим крючок под обе части петли, подтягиваем нить и выводим ее через последнюю петлю. То есть мы провязали соединительный столбик. Мы закончили вязание основной части манжеты. Манжета эластичная за счет резинки, вставленной внутрь. Далее будем вязать крючком ажурную часть. Эту нить я пока оставляю, она мне служит ориентиром начала ряда. Мы будем вязать столбики с накидом по 2 в одно основание и воздушная петля между ними. Провязывать мы будем через петлю предыдущего ряда, то есть вводить крючок будем сюда, потом сюда, сюда и так далее. Но вводить крючок будем не только непосредственно под петли косички, но и подхватывать вот эту протяжку сзади. Если мы посмотрим с изнаночной стороны, то здесь видны вот эти протяжки. То есть вводим крючок под обе стенки петли и еще и под протяжку за петлей. Будем провязывать каждый раз, вводя крючок таким образом. Показываю сейчас в рандомном месте, чтобы было более наглядно. Схему вязания ажурной части манжеты я, конечно, прикрепляю, но в лучшем качестве вы можете скачать ее в других соцсетях. Ссылки будут внизу под видео. И, конечно, лучше, чтобы схема была у вас перед глазами, когда мы перейдем непосредственно к вязанию. Итак, давайте начнем вязать ажурную часть. И несмотря на то, что в схеме в начале ряда указаны
3 воздушные петли подъема, я немного иначе буду провязывать этот первый столбик, а именно 1 воздушная петля подъема, далее ввожу крючок под петли косички и под перемычку сзади, так, подхватываю нить и провязываю столбик без накида и воздушную петлю. Это как бы имитация столбика с накидом в нашем случае. Еще 1 воздушная петля и столбик с накидом в это же основание. Делаю накид, эту петлю нижнего ряда пропускаю и ввожу крючок в следующую за ней петлю прямо в середину, чтобы захватить и петлю, и перемычку сзади. Провязываю столбик с накидом, воздушную петлю и еще 1 столбик с накидом в это же основание. Далее делаю накид, пропускаю петлю и ввожу в следующую петлю. Вот таким образом. Провязываю столбик с накидом, 1 воздушная петля и еще 1 столбик с накидом в это же основание. Повторяю те же действия. То есть мы вяжем 2 столбика с накидом в одно основание и воздушная петля между ними. Визуально это выглядит как галочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 галочек. Вяжем до конца ряда. С изнаночной стороны выглядит так, довольно аккуратно получается, и должно получиться всего 20 галочек. И последние столбики провязываю сюда. Первый столбик с накидом, воздушная петля и 2 столбик с накидом. И объединяем ряд соединительным столбиком, вводя крючок в воздушную петлю над столбиком без накида. Вот сюда и вытягиваем нить. Первый ряд завершен, и теперь можно себя проверить. То есть каждая галочка у нас как бы выходит из косички или столбика лицевой глади. Это пропущено. Вот отсюда это пропущено. Отсюда выходит галочка, пропущена, отсюда галочка и так далее. Всего получилось 20 таких элементов. Далее переходим ко второму ряду. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида и воздушная петля. Это опять же как бы столбик с накидом в нашем случае. И в эту галочку нужно провязать еще 3 столбика с накидом. То есть всего будет 4, но потом мы еще 1 провяжем в конце этого ряда в эту же галочку. В следующую галочку предыдущего ряда провязываем столбик без накида. В следующую провязываем 5 столбиков с накидом. Далее столбик без накида, 5 столбиков с накидом и так далее. Таких элементов, назовем их веерами, должно получиться 10. В конце ряда делаю последний столбик без накида, и сюда нужно провязать еще 1 столбик с накидом, чтобы их было также 5. И снова соединительным столбиком воздушную петлю над столбиком без накида объединяем ряд. Второй ряд завершен. Получилось 10 вееров по 5 столбиков с накидом. Третий ряд. Первый столбик я буду провязывать между вторым и третьим столбиками предыдущего ряда. Также 1 воздушная петля подъема. Ввожу крючок между вторым и третьим столбиком. Провязываю столбик без накида и 1 воздушную петлю. Далее я буду вязать, задействуя 3 столбик веера предыдущего ряда. Вяжу 3 рельефных лицевых столбика с накидом с общим основанием и общей вершиной. Ввожу крючок под этот столбик справа налево, подхватываю нить, провязываю 2 петли,
но столбик с накидом не довязываю до конца. Снова делаю накид, ввожу крючок туда же, под этот третий столбик, справа налево, подхватываю нить и провязываю 2 петли, не довязываю. И еще раз завожу крючок сюда же, подхватываю нить, провязываю 2 петли. На крючке сейчас 4 петли или 3 недовязанных столбика с накидом. Провязываю все эти петли вместе одним движением. У нас получилась такая шишечка. Далее ввожу крючок между 3-м и 4-м столбиками веера предыдущего ряда и провязываю столбик с накидом. А над 4-м столбиком предыдущего ряда провязываю один рельефный лицевой столбик. Вводим крючок справа налево, провязываем 2 петли и еще 2 петли. Это рельефный лицевой столбик с накидом. Теперь будем объединять последний столбик этого веера и первый столбик следующего веера предыдущего ряда. Будем вязать 2 рельефных лицевых столбика с одной общей вершины. Провязываю первый рельефный столбик, не завершаю его, делаю накид и завожу крючок под первый столбик следующего веера, провязываю 2 петли и когда на крючке 3 петли, провязываю их вместе. Получилось 2 рельефных лицевых столбика с общей вершиной. Далее над 2-м столбиком веера также вяжем один рельефный столбик. Первый, второй. Между 2-м и 3-м вяжем обычный столбик с накидом. И над 3-м столбиком вяжем 3 рельефных столбика с общим основанием и общей вершиной. 1, 2, 3. Когда на крючке 4 петли, провязываем их вместе. Делаю накид и между 3-м и 4-м столбиком провязываем обычный столбик с накидом. Далее над 4-м столбиком провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Далее 2 рельефных лицевых столбика с общей вершиной над 5-м и 1-м столбиками вееров предыдущего ряда. Объединили 5-й и 1-й столбики. Накид, 1 рельефный лицевой над 2-м столбиком с накидом, накид, обычный столбик с накидом между 2-м и 3-м столбиком. И так далее. Вяжем, повторяем этот раппорт всего 10 раз. В конце ряда соединяю последний столбик и первый 2 рельефными столбиками с общей вершиной. Над 2-м столбиком 1 рельефный лицевой столбик. Далее объединяем ряд с 1-м столбиком, то есть провязываем соединительный столбик, воздушную петлю над столбиком без накида. Так завершаем вязание 3-го ряда. 4-й ряд. 1 воздушная петля подъема и сюда же провязываем столбик без накида. Далее 1 воздушная петля, накид, и буду сейчас провязывать над этими 3 столбиками рельефный лицевой столбик с накидом, вводя крючок таким образом справа налево под все эти 3 столбика. Захватываю нить, провязываю 2 петли и еще 2. Получается рельефный лицевой столбик с накидом над этой шишечкой предыдущего ряда. Далее 2 воздушные петли и еще 1 рельефный лицевой столбик с накидом сюда же. То есть делаем накид, заходим справа налево под ту же самую шишечку и провязываем 2 петли и еще 2. Из этой шишечки выходит 2 рельефных столбика с накидом и 2 воздушные петли между ними. Затем 1 воздушная петля,
Находим столбик с накидом предыдущего ряда, который идет сразу за шишечкой, и провязываем над ним один столбик без накида. Над следующим провязываем рельефный столбик, но теперь уже без накида. Вот так. Теперь над этими двумя объединенными столбиками вяжем один рельефный столбик без накида, вводя крючок также справа налево под общую вершину этих столбиков и провязываем столбик без накида. Над следующим также рельефный лицевой столбик без накида. Над обычным столбиком с накидом обычный столбик без накида. Одна воздушная петля. И над шишечкой рельефный лицевой столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще один рельефный столбик без накида сюда же. 1 воздушная петля. Следующий столбик предыдущего ряда может быть спрятан, но над ним нужно провязать столбик без накида. Рельефный столбик без накида. И над общей вершиной 2 рельефных столбиков провязываем один рельефный столбик без накида. Здесь рельефный столбик без накида, обычный столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. Довязываю этот ряд, рельефный столбик без накида, над общей вершиной 2 столбиков также рельефный столбик без накида, еще один рельефный столбик без накида и объединяем ряд, ввожу крючок в этот первый столбик и провязываю соединительный столбик. Так мы закончили 4-й ряд. Вяжем сейчас последний 5-й ряд. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же. Далее столбик без накида над воздушной петлей предыдущего ряда. Над столбиком с накидом провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Затем 2 столбика без накида. Над следующим столбиком с накидом также рельефный столбик без накида. Далее столбик без накида над воздушной петлей. Столбик без накида, еще один столбик без накида, эту петлю пропускаем и вяжем вот сюда столбик без накида, еще один и еще, и над столбиком с накидом рельефный столбик без накида. По сути, мы все обвязываем столбиками без накида, но над столбиком с накидом провязываем рельефные, так получается аккуратнее, на мой взгляд. Этот столбик пропускаем и вяжем дальше, и так до конца ряда. Получается такая волна, но на вершинах можно добавить элементы в виде пико, как в данном случае, например, или здесь. Хотя и сами узоры здесь немного провязаны иначе, но смысл тот же. И я сейчас покажу, как их можно связать. Провязав рельефный столбик без накида над столбиком с накидом предыдущего ряда, вяжем столбик без накида. Для пико я набираю 3 воздушные петли и ввожу крючок сюда и сюда. Провязываю соединительным столбиком все 3 петли вместе. Далее еще один столбик без накида и рельефный столбик без накида, и дальше продолжаем также вязать по схеме. И вершина получается здесь более заостренная, и пико можно добавить на каждую вершину или не на каждую, по желанию. Я оставлю такой вариант первоначальный, поэтому пико я распускаю и просто провяжу 2 столбика без накида на вершине. И далее вяжу уже по схеме. Довязываю ряд, последний столбик без накида
И я не буду провязывать соединительный столбик, а вытяну нить и соединю иглой. Обрезаю нить подлиннее, вставляю нить в иглу, ввожу иглу в первый столбик без накида спереди назад, а затем возвращаюсь в последний столбик. И такая аккуратная получается цепочка или косичка. И сразу же сзади я запрячу нить в столбики предыдущих рядов. Так выглядит с изнаночной стороны, с лицевой. Можно оставить манжету и такую, одинарную, тоже выглядит очень красиво, только нужно здесь будет заправить этот конец нити. Или же мы можем добавить внутренний слой. Здесь он чуть выше наружного, а в этой манжете еще выше внутренний слой. И отличаются манжеты только количеством провязанных рядов вот этих галочек. В этом случае я провязывала один дополнительный ряд, а затем вязала основной узор. И здесь очень важно, чтобы узор был немного смещен на пол раппорта, так, чтобы вершины внутреннего слоя находились между вершинами наружного слоя. То же самое здесь, но здесь вывязано 3 дополнительных ряда, прежде чем перейти к основному узору. И ажурная часть манжеты здесь получается выше, чем это. Я думаю, что это видно. И еще вариант двухцветной манжеты. Здесь также связаны 3 дополнительных ряда перед основным ажурным узором. И здесь такие видны элементы другого цвета. Очень интересно выглядит. То есть на данном этапе можно использовать тот же цвет или же перейти уже к другому. И набирать петли мы будем здесь, немного отогнув наружную часть. Продолжаем вязать, переходим к внутренней части манжеты. Находим начало ряда, вот оно здесь. И крючком я буду вводить сюда между уже связанными галочками в эту петлю. Потом введем крючок сюда, также заходя под петлю и перемычку сзади. Вот так. И, как я уже сказала, будем вязать немного отогнув уже связанную часть. Подготавливаем нить, вводим крючок сюда, но как бы изнутри. Проверяю, туда ли я ввела. Не совсем. Так. Захватываем нить, выводим ее, провязываем воздушную петлю. Подтягиваем нити. Сюда же вводим крючок и провязываем столбик без накида и воздушную петлю. Это имитация столбика с накидом. Еще воздушную петлю, накид и вводим крючок сюда же и провязываем столбик с накидом. Получилась первая галочка. И она находится между этими галочками. Сюда мы ее провязали. Нити потом подтянем и заправим, и будет аккуратнее. Продолжаем вязать. Делаем накид и нужно ввести крючок вот сюда. Проверяем, там ли он вышел. Подхватываем нить и провязываем столбик с накидом. Одна воздушная петля и еще один столбик с накидом в это же основание. Далее вводим крючок между следующими галочками. Вяжем столбик с накидом, воздушная петля и еще один столбик с накидом. Теперь сюда вводим крючок и провязываем следующую галочку. Так мы вяжем до конца ряда. Посмотрим, что получается с лицевой стороны так. А если будем вязать другим цветом, то галочки будут выглядеть вот так. Здесь у нас просто белый.
И с изнаночной стороны тоже довольно аккуратно получается. То есть все перемычки мы спрятали под столбиками. И продолжаем вязать. И последние столбики провязываем вот сюда. Столбик с накидом, воздушная петля и еще один столбик с накидом сюда же. И соединяю с первым столбиком. Теперь будем вязать второй ряд галочек. Галочки будут находиться между галочками предыдущего ряда. И начало ряда я предлагаю сместить немного назад, то есть начать вязать первую галочку вот отсюда. Делаю одну воздушную петлю подъема, увожу крючок назад, придерживаю петлю, подхватываю нити и провязываю столбик без накида и одну воздушную петлю. Одна воздушная петля и столбик с накидом сюда же. Следующая галочка будет здесь, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Вот что получается. Немного назад увели и стали вывязывать отсюда. Так продолжаем вязать между галочками предыдущего ряда. Их количество тоже будет 20. Последний столбик с накидом в этом ряду и соединяем с первым столбиком с накидом. У нас получается 2 ряда, и узор немного сместился, и как раз отсюда мы можем продолжать уже вязать по схеме со второго ряда. Так как первый ряд у нас это ряд галочек. В этом случае ажурная часть будет такая невысокая. Здесь также 2 ряда галочек, один ряд дополнительный, а второй ряд это первый ряд узора по схеме. Или же можно провязать еще 2 дополнительных ряда, то есть всего будет 4 ряда галочек. Выбираем тот вариант, который больше нравится, так или так. И как я уже сказала, при более коротком варианте уже переходим к вязанию второго ряда узора по схеме. А я продолжу вязать еще дополнительные ряды. Отгибаю наружную часть. Галочки опять же будем вязать между галочками предыдущего ряда. Но сейчас нужно сместиться к началу, где был провязан первый столбик первого ряда. Для этого несколькими соединительными столбиками я смещаю начало ряда в нужное место. Делаю воздушную петлю подъема, столбик без накида и воздушная петля. Воздушная петля и столбик с накидом в это же основание. Следующую галочку сюда и так далее вяжем до конца ряда. То есть все галочки третьего ряда будут находиться над галочками первого ряда. И заканчиваю ряд соединительным столбиком. И четвертый ряд я опять же предлагаю начать вывязывать вот отсюда, то есть чуть-чуть уведя крючок назад. Провязываем первый столбик, одна воздушная петля и еще один столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. Здесь мы повторяем второй ряд галочек. Важно для внутреннего слоя манжеты связать либо 2 ряда галочек, либо 4, чтобы было необходимое смещение узора. Конец ряда также объединяем с первым столбиком. Все дополнительные ряды связаны, и далее мы будем повторять этот узор, начиная со второго ряда. И, соответственно, из этой галочки нужно будет вывязать 5 столбиков с накидом, и здесь и будет вершина раппорта узора. В галочке провязываем по 5 столбиков с накидом, но в первую сначала только 4, 5 провяжем в конце ряда. Так, соединительный столбик в середину галочки, одна воздушная петля, столбик без накида и воздушная петля. Это первый столбик с накидом. Еще вяжем 3. И теперь мне кажется, что мы не сделали соединительный столбик при вязании внешнего слоя манжеты в этом случае, но ничего страшного. В следующую галочку провязываем столбик без накида и в следующую 5 столбиков с накидом.
и так далее. Повторяем все то, что мы вязали и во внешнем слое манжеты. Количество раппортов тоже 10. Давайте провяжем самостоятельно по схеме. Так, я связала вторую часть манжеты. Так это выглядит. И эти вершины как раз находятся между вершинами наружного слоя. Осталось спрятать концы нитей. Если вы использовали два цвета пряжи, то, соответственно, будет здесь две нити разных цветов. Сначала заправим нить основного цвета или начало ряда в нашем случае. Вдеваем нить в иглу. И я обычно прошиваю иглой, повторяю формы петель, немного подтягиваю нить, но сильно не затягиваю. Если вторая нить другого цвета, то ее уводим сюда, в эти столбики. Если же того же цвета, то здесь не важно, можно увести просто в другую сторону от первого конца нити. Увожу нить чуть вверх и в сторону. Когда все концы нити спрятаны, можно приступить к вязанию второй манжеты. Затем их постирать, отпарить, и можно уже примерять и носить с удовольствием. Связанными плечевыми изделиями, с жакетами, тренчами или даже пальто. Можно оставлять резинки на джемпере или немного их подгибать, что мне лично больше нравится. Надеюсь, этот мастер-класс был для вас полезен и у вас получились прекрасные такие аксессуары. Делитесь вашими процессами и результатами в социальных сетях. В качестве благодарности можете поставить лайки, написать комментарий, поделиться этим видео. Мне это будет очень приятно. А вас я благодарю за просмотр и всем пока.